Снимаем давно обещанное видео о том, как я ставил дисковую фрезу на ручную циркулярную пилу. Задача была сделать продольный пропил в твердой древесине, в данном случае это акация, под углом 15 градусов и шириной от 10 миллиметров и выше. Раньше такую задачу я решал с помощью обычной настольной циркулярной пилы китайского производства и пильных дисков от фирмы Пилана. Они имеют наружный диаметр 150 миллиметров, внутренний посадочный диаметр 30 миллиметров и ширину от 3 миллиметров до 8 миллиметров с прямым зубом. Однако такое решение на обычной настольной циркулярной пиле имеет ряд недостатков. Во-первых, мощность пилы недостаточно, чтобы сделать такой паз за один проход, а при попытке пройтись дважды или трижды с увеличением глубины пропила приводит к тому, что пила эта не имеет механизма на полукольцах, поворота на полукольцах, поэтому в пазу образуется ступенька. Все это привело к тому, что я пришел к идее сделать такой паз на ручной циркулярной пиле HK85 от Фистула, использовав те же самые пильные диски от Пиланы, но не покупая фирменную головку фрезерную от Фистула, которая стоит столько, сколько стоит 2-3 циркулярных пилы китайского производства. Для чего? У Фистула было куплено 2 втулки. Их номера номенклатурные по каталогу Фистула мы выложим под описанием видео. Еще раз, куплено было 2 вот таких втулки, которые идут как запчасти для фистуловской фрезерной головки на эту самую пилу. Ну, теперь приступаем к установке, собственно говоря, этих пильных фрезерных дисков. Снимаем штатный пильный диск, снимаем втулку, штатную втулку и устанавливаем купленную у Фистула втулку под фрезерную головку. Дальше устанавливаем в данном случае набор пильных дисков. Можно использовать обычный фрезерный диск. В данном случае у нас наружный диаметр 150 миллиметров. Он проходит, не цепляя защитный кожух. Ширину в этом случае можно устанавливать практически любую, примерно до 25-30 миллиметров шириной. Ширина фрезы. Диаметр, повторяю, 150 миллиметров. Если диаметр будет больше, фреза будет цепляться за защитный кожух. Но если, опять же, ширина превысит 10 миллиметров. Если это будет до 10 миллиметров, то максимальный диаметр может быть 210 миллиметров. Итак, чтобы поставить втулку фирменную, нам нужно наставить промежуточные кольца. Кольца берем самые обычные, которые используются на любых фрезерных станках с внутренним диаметром 30 миллиметров, наружным диаметром примерно 50 миллиметров. Установили кольца, установили втулку и болтом М6 прикручиваем фрезу. Все. На этом у нас инсталляция закончена. Пила готова к работе. И в заключение, такое решение позволяет, во-первых,
проходить достаточно широкие пазы практически за один проход. Пила это позволяет, мощность пилы. Если древесина склонна к прижогам, как, например, та же акация, то делаем первый проход недостаточно глубокий, скажем, на 1,5 миллиметра меньше требуемого. И вторым проходом делаем уже чистовой рез. Такое решение возможно, потому что пилы фистул сконструированы таким образом, ну, аналогично циркулярке на полукольцах, что при изменении глубины пореза пила не уходит с траектории и не образуется ступенька в пазу, чем, собственно говоря, грешат обычные циркулярные пилы, настольные дешевые. Цена вопроса – это цена 2 втулок от фистула. Ну, люди, которые умеют работать с металлом, думаю, легко сделают такие втулки на токарном станке. Те, кто не умеет, могут купить у фистула. Это обойдется на порядок дешевле, чем покупать фирменную фрезерную головку. Итак, если возникли вопросы, пишите в комментариях или в личку. Ну, а пока до новых встреч.